Всем привет, меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске мы с вами будем делать камуфляж шрама. И эту клиентку вы у меня уже видели в предыдущем выпуске. Мы с вами делали брови в волосковой технике, восстанавливали асимметрию. И, как вы заметили, у клиентки имеется шрам на лбу такой глубокий. После сильного падения клиентка пережила несколько пластических операций и добилась вот такого результата. Сейчас хочется закамуфлировать шрам, чтобы он никак не выделялся и был в цвет кожи. Камуфляж выполняется очень просто. Мы будем работать двумя цветами, чтобы добиться максимальной натуральности и естественности, и камуфляжный пигмент не выглядел как замазка. Поэтому я сейчас подберу два пигмента, разотру на коже, посмотрю, чтобы мы попали в тон. То же самое, как мы выбираем тоналку, чиркаем на коже и выбираем нужный цвет. У меня несколько камуфляжных пигментов, это пигменты Hanafi Colors. И сейчас я замешаю оттенки, я так думаю, я возьму за основу единичку, это самый светлый цвет, и добавлю туда двоечку. Сейчас мы замешаем и посмотрим, что будет. От этого будем отталкиваться, конечно, будем проверять на своей коже, чтобы было тон в тон. И второй цвет я выберу чуть-чуть порозовее, потому что в коже присутствует такая некая розовинка, и хочется, чтобы эти цвета перекликались. То есть мы нанесем сеточкой полупрозрачной сначала в тон кожи, и потом похожий цвет, тоже в тон, но чуть-чуть другого оттенка. Они перемешаются между собой, и будет максимально естественная передача. То есть не будет эффекта замазки, как будто мы взяли одним цветом и закрасили. Нам как раз такого не нужно. Ну вот я смешала номер 1 и номер 3, и вижу, что цвет светловат. Сейчас я еще добавлю номер 5, это самый темный камуфляжный цвет, чтобы подтемнить. Тоже светловатый оказался. Чтобы затемнить цвет, если у клиента довольно пигментированная кожа, темная, можно добавить капельку бровного пигмента. Я добавлю каплю Dark Brunette номер 4. Достаточно темный, буквально капельки мне будет достаточно. Сейчас перемешаем, посмотрим, что будет. Вот, уже достаточно яркий, но немножко зеленца присутствует, потому что все-таки бровные пигменты на желтой основе, из-за этого такой цвет немножко сероватый. Чтобы это скрыть, мы добавим розоватого оттенка. Это у нас номер 3, как раз таки вот розовенький. Тем более мы знаем, что по цветовому кругу у нас у зеленого как раз противоположный дополнительный цвет, другими словами комплементарный цвет, да, это красный. Поэтому я сразу выбрала розоватый пигмент, чтобы скрыть вот эту зеленцу. Ну и вот пигмент вообще хорошо сейчас у нас подобран. Он будет полупрозрачно в коже. Вот так мы сделали растирочку, и он прекрасно сочетается. Это наш первый тон, и второй можно сделать чуть-чуть посветлее, немножечко порозовее. Здесь я смешаю номер 5, наш темный пигмент, и номер 3. Я думаю, 50 на 50 сейчас смешаем, посмотрим, что вышло. Нам тоже нужен очень похожий цвет к тону кожи, но чуть-чуть, чтобы он отличался от первого нашего выбранного. В колпачках вы видите, что он немного посветлее. Он такой розоватенький. Вот, я думаю, на нем мы остановимся. На коже он выглядит прекрасно. Все, с цветами мы определились. Я готовлю оборудование. Здесь не важно, какой вы машинкой работаете. Работаете той, которой вам удобнее. Сама суть камуфляжа — равномерно распределить в коже, и самое главное, полупрозрачно. Поэтому в этот пигмент, в каждый колпачок я добавлю дилиент. Это разбавитель. Если у вас нет специального дилиента, можно воспользоваться водой для инъекции, которая продается в аптеках. Смешивается это примерно в пропорции 70 на 30. 70% пигмента и 30% разбавителя. Кстати, свой разбавитель я тоже не нашла, поэтому буду пользоваться водой для инъекции. Вот так она выглядит. Я уже капнула в каждый колпачок, перемешала, и сейчас приступаю к процедуре. Вообще, зачем это нужно, зачем разбавлять? Чтобы пигмент не лежал пластом в коже, чтобы не было эффекта замазки. Потому что камуфляж должен вообще не читаться в коже. Процедура камуфляжа выполняется в несколько этапов. То есть первый
этап он наносится полупрозрачно, потом на коррекции вы добиваете еще слой и вот так слоями укладываете. С первого раза сразу невозможно закамуфлировать шрам, поэтому мы будем наносить очень легко, полупрозрачно, и в коже бежевый пигмент он не заметен, потому что покраснения, которые образуются от повреждений кожи, они обычно ярче. Обязательно это нужно объяснять вашим клиентам, что бежевый пигмент они заметят только после схода корочек, когда восстановится кожа, и к 3-4 неделе все заживет и кожа регенерируется. Только тогда можно будет оценить результат и понять, как же все-таки лег пигмент. Я заряжаю машинку, у меня картридж Matrix Pro, единичка 0,25, но на самом деле можно пользоваться и троечками, работа пойдет куда быстрее. Но я выбрала единичку, потому что у меня такая небольшая зона совсем. Процедура камуфляжа проходит максимально комфортно для мастера. Самое главное вовремя остановиться, как я уже сказала. Преимущество камуфляжа в том, что бежевый пигмент держится по максимуму в коже, он никак не выгорает, не вымывается, никак не изменяется по цвету, не вымывается нашим организмом, поэтому срок носки от 10 лет, да вообще он будет всегда держаться. Самое главное не торопиться, набраться терпения и поэтапно легонечко укладывать, чтобы это пятнышко вообще никак не было заметно. Машинка у меня Белар, вольтаж 5,6, как обычно я работаю на короткоходе. И мы начинаем с нашего первого цвета, который потемнее, в тон кожи. Вот у нас вот здесь прослеживается шрамик, причем он не так сильно читается, благодаря нашим бровям, которые мы сделали. Вот такими движениями напыляющими я прорабатываю эту зону, очень легко касаясь. Если у вас шрам нормотрофический, как здесь, видите, он вровень с кожей, конечно, присутствуют некоторые углубления, и эти углубления мы будем прорабатывать точечно. То есть вот так, потому что туда сложно подлезть. Там, где шрам нормотрофический, то мы можем работать в технике маятник, привычными для нас движениями, как и работаем при нанесении пудровых бровей. Камуфляжу поддаются только как раз-таки вот такие шрамы, которые вровень с кожей. Если у вас шрам с углублением или с выпуклостью, такой шрам сначала нужно отшлифовать, только потом уже это конечный этап камуфляжа, потому что пигмент ровно не ляжет, если браться за такие шрамы. Легонечко прорабатываю, напыляю пигмент и постоянно протираю, смотрю, чтобы я не переборщила, чтобы пигмент не читался. Присмотревшись очень хорошо, мы можем заметить такую полупрозрачную россыпь бежевых точек. Но самое главное, чтобы не было плотника, как мы прокрашиваем брови или губы плотненько, да? Здесь все-таки полупрозрачное нанесение. Также в труднодоступных местах я сочетаю с точечным нанесением. Я нанесла основной наш цвет, потом, не промывая иглы, я макаю в более светлый оттенок и то же самое проделываю с этой частью. То есть точно так же поверху я наслаиваю уже другой оттеночек. У нас уже пошли покраснения, то есть пигмента становится видно все меньше и меньше, но хорошо присмотревшись, видна россыпь бежевого цвета. Ну, конечно, золотое правило, мое любимое, лучше не до, чем пере, поэтому лучше вовремя остановиться и не докрасить, чем у вас будет бежевое пятно.
Так, точечно еще проработаю в местах углублений. Кстати, повреждая кожу, вы запускаете такой механизм, выработку коллагена и эластина в этом месте. То есть организм посылает все свои силы на восстановление поврежденного участка. Поэтому, прорабатывая зону шрама, очень заметно к следующей процедуре он становится глаже, ровнее и чуть выравнивается. Даже если бы мы работали без пигмента, а просто поцарапали пустой иглой эту кожу, в любом случае кожа стала бы поровнее. Ну все, мы закончили. Окончательным этапом я ватной палочкой наношу на эту зону еще чуть-чуть бежевого пигмента, чтобы он подпитался. Подожду 5 минут, смою, отпущу клиентку домой. По уходу 3-4 дня заживает. Шелушки нельзя, как и всегда, отковыривать, чесать. И если будет какая-то стянутость, я рекомендую смазывать заживляющей мазью, которую я даю клиентам после процедуры. Возможно, вы видели, это мазь в саше на вазелиновой основе. Я надеюсь, этот формат вам был полезен. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.